Друзья, привет! Я продолжаю гайд по моду Draconic Evolution на версии 1.12.2. Сегодня поговорим про инструменты и броню в этой модификации. Значит, здесь вводится довольно внушительное количество брони и инструментов, все из этого достаточно мощное. Вот, самый базовый уровень оружия и инструментов — это, соответственно, уровень Виверны. Крафтится здесь все на обычном верстаке, вот таким вот образом. То здесь есть у нас меч Виверны, лопата Виверны, кирка Виверны, лук Виверны и топор Виверны. Все это заряжается от РФ энергии, например, наполнителя энергии или в каких-то других модификациях, которые поддерживают РФ. Далее есть, соответственно, продвинутое оружие, инструменты. Это меч дракона, лопата дракона, кирка дракона, лук дракона, топор дракона, мотыга дракона и есть еще посох сила. Все вот эти драконьевые инструменты делаются, соответственно, из Виверны путем слияния. Вот. Ритуал слияния мы рассматривали в предыдущей серии. Кроме того, вот эти все инструменты и оружие можно улучшать с помощью таких вот улучшений. Давайте я рассмотрю их. Значит, у нас область атаки, урон, скорость копания, скорость стрелы, урон стрелы, скорость натяжения, область копания и емкость РФ. Значит, с помощью этих улучшений можно все инструменты и оружие качать. Для этого мы должны использовать ритуал слияния. Если здесь нажмем, мы, соответственно, как раз всю подробную информацию здесь увидим. Прокачивать нужно последовательно, то есть от базового до Виверны, потом берем уже дракон, потом уже хаоса. То есть 4 уровня, вот на разные инструменты, там, ну, где-то 3-4 уровня идет. От базового, соответственно, потом до дракона, а некоторые виды вооружения инструментов можно прокачать до хаоса. Здесь вот указано, соответственно, какие предметы нужно расставлять и какие улучшения тоже. Итак, давайте на примере полностью прокачанных оружия и инструментов рассмотрим их свойства. Так, вот давайте еще. Значит, зайдем в настройки управления. Здесь, если найдем раздел Draconic Evolution, то увидим такой вот пункт «Открыть GUI настройки инструментов». Ставите себе на удобную кнопку, и потом при нажатии этой кнопки у вас открывается такое вот меню. Здесь можем подробно настраивать, соответственно, наше вооружение и инструменты. У меча можно только настраивать радиус атаки, вот у драконьего. Максимально ему можно сделать 6 радиус. Давайте вот я коровок заспауню, например, и с помощью него нанесу удар. Вот так вот. Сразу по какой площади мы мощно наносим урон. Следующее, давайте посмотрим. Лопата, да, у нее тут уже намного больше режимов. Здесь можно, соответственно, скорость настраивать, видите. Ну, по умолчанию 100 стоит, можем чуть помедленнее сделать и так далее. Область добычи можем тоже подсвечивать, как я понимаю. Далее, значит, мы здесь настраивать можем глубину. Вот такая огромная может быть. Можем включить фильтр мусора. Вот, чтобы фильтр настроить, открываем такой вот пункт, фильтр, и сюда указано, например, что, ну, не хотим, например, булыгу копать, или там, точнее, землю, например, или типа того. Вот давайте сейчас пойдем копнем, где-нибудь лучше подальше. Сейчас отойду. Давайте здесь я сделаю такую вот яму. Вот она, видите, глубину как прокопал. Давайте еще сделаем настройку по площади. Здесь вот есть безопасный режим, это чтобы у вас какие-то инструменты, ну, случайные механизмы там на базе не отковырять. Рекомендую его включать, особенно на базе, да, чтобы случайно себе там не сделать большую дыру в базе. Так, область добычи здесь максимально 9 на 9, это вот полностью прокачанная лопата. Видите, я там включил подсветку, вот на подсветка показывает, где я буду добывать. Давайте вот так копнем. Вот такую яму мы сделали. Вот. Да, так, далее, соответственно, есть кирка. Те же самые настройки практически, да. Вот, все то же самое. Но это опять же относится к фильтру, вот это НБТ, то есть там на root, например, можно настраивать и так далее. Здесь можно там выставить, например, чтобы не добывало булыжник. Давайте тоже ее настроим там максимально. На область 9 на 9. Глубина добычи там такая же вот. Тоже можно подсветку сделать в области. Все, безопасно, если включим. Вот так вот. Так, ну она копает только, видите, соответственно, какие-то камни, типа того. То есть землю у нас копает только лопата, а кирка уже копает, соответственно, камень, там, булыгу и тому подобное. Вот такую огромную дырку мы сделали. Кроме того, давайте сразу покажу, как, собственно, зачарить такие инструменты, как нам это все настраивать. Так, возьмем на удачу. Так, чарим, то есть на обычной наковальне. Вот. Но, смотрите, здесь есть одна фишка. То есть, что если вы так наложите чары, то их нужно обязательно активировать. Заходим опять же вот так вот в настройки, заходим сюда. И видим, здесь вот у нас удача, да? Здесь также будем какие-то другие зачарования, ведь заходим в удачу, и видите, здесь кнопка есть активировать. Все, если мы переключаем в режим, все, вот так у нас будет активирован. То есть мы на таких инструментах можем как включать, так и выключать, соответственно, вот эти эффекты. Очень удобно, особенно если на шелк, например, да, зачарить, когда вам надо включили, когда не надо выключили, здорово. Все, вот так вот мы активировали. И вот у меня справа внизу мы видим, да, кирка на дракона на удачу 3 стоит. Вот так вот. Ну, есть, соответственно, топор дракона, да, который также вот, там те же самые настройки, там область, например, там подсвечивает. Глубину тоже можно настроить, коэффициент скорости. Так, а вот это показывает, где в данный момент топор срубан. Давайте активируем. И сейчас пойдем куда-нибудь. Добудем чутка дерева. Бах. Вот так вот он добывает. Вот такую огромную площадь. Здорово. Так, далее есть мотыга дракона.
Тоже у нас область добычи здесь настраивается 9 на 9, огромная. Заполнение землей, ну здесь вот подробно написано, что он делает, соответственно. Давайте тоже включим. Где-нибудь копнем. Оба. Вот такая огромная сразу ферма у нас получается. Вот. Далее у нас такой еще есть посох силы, в более ранних версиях назывался состав. Значит, он сочетает в себе сразу свойства нескольких инструментов. Это, например, топор, и кирка, и меч. Вот, давайте посмотрим, какие здесь настройки у нас. Вот, то есть, видите, здесь радиус атаки, то есть мы бить можем как мечом, тоже безопасно можно включить. Область добычи здесь уже 11 на 11 можно сделать, максимально прокачанный. То же самое фильтр здесь. Вот, глубина тоже настраивается. Вот. И видите, он будет уже эффективно добывать как обычную землю, так и, соответственно, камень там с булыгой. Очень удобно. Еще и большой урон наносит, и дерево тоже, по идее, быстро добывает, видите? Вот, тут где-то вроде кто-то бегал, вот овечка, сразу раз. Видите, даже еще туда задела кого-то. Вот такая вот штука. Очень мощная, очень крутая. Вот, так, ну давайте пойдем к броне. Итак, давайте еще рассмотрим, соответственно, какая здесь броня есть. Да, еще совсем забыл про лук. Вот, он тоже уже у меня настроен здесь на максимум, на все. Вот, давайте я включу его свойства. Он особенно будет полезен, когда мы будем охотиться на хаосов. Здесь вот, допустим, можно ему сейчас включить будет автоматическую стрельбу. Очень полезная штука. Так, урон здесь уже все на максимум. Так, это у нас для хаосов можно будет потом включить. Можно активировать приближение, если вам это необходимо. Вот, это взрывная волна, соответственно. Так, вот у нас скорость. Ну, давайте попробуем. Вот так вот он стреляет на максималках. Вообще, посмотрите, что он просто творит. Потом на хаосах мы это все обкатаем. Как из пулемета. Обалдеть. Так, ну и давайте броню рассмотрим. Значит, базовая это виверны. Также у нас просто на верстаке делается сет. Вот такой вот сет виверн. Давайте я его, наверное, еще надену на себя. Посмотрим, как он выглядит. Вот. Вот так вот он выглядит визуально. Довольно интересно. Так, далее. У нас идет уже более продвинутая версия. Это драконовый. Также у нас из виверны крафтится через ритуал слияния. Вот, драконевый уже смотрится намного эпичней. Здесь также вот я взял, соответственно, максимально уже прокачанный. Прокачивать его можно с помощью улучшений восстановления щита, емкость щита, увеличения прыжка, скорость передвижения. Также вот у нас еще там емкость РФ используется тоже для того, чтобы вкачивать на емкость. То есть у меня полностью опять же прокачан. Все это через слияние здесь делается. Вот. Так, здесь можно тоже в настройки зайти. Давайте посмотрим, какие у нас там настройки. У шлема драконьего можно включать ночное зрение, можно включить автоутоление голода при условии, что у вас есть еда в инвентаре. Можно, кстати, спрятать эту броню, чтобы сделать ее визуально невидимой, например. Вот так вот она, кстати, выглядит со стороны. Можно сейчас отключить, чтобы она невидимой стала, например, вот так вот раз, шлем выключили. И мы его, теперь он становится невидимой. Если у вас какой-то красивый скин, например, вы не хотите его под драконьей броней скрывать, как вариант. Здесь автоматически будет включаться, если мы это активируем, ночное зрение. Далее у нас нагрудники есть. Самое полезное это вот скорость, да, то есть можно очень быстро перемещаться с помощью этого модификатора. Дальше еще рекомендую использовать такое вот погашение инерции, особенно когда вы быстро перемещаетесь. То есть отпустили кнопку, и у вас резко происходит остановка. Далее здесь, опять же, можно спрятать автоматические включения полета, там ослабление эффектов, там, здесь подробно тоже это все описано, зачем это нужно. Далее, здесь я, честно говоря, никогда особо не использую эти эффекты, вот эти модификаторы, тоже, в принципе, на скорость можно, когда вы там перемещаетесь, там ходите, например, вот так вот, чтобы еще быстрее ходить, если вам это необходимо. Вот, а здесь, соответственно, высоту прыжка можно увеличить, вот так вот, тоже можно спрятать, вот, и автоподъем, допустим, на какие-то возвышения, там, включить, да, преодолевать такие вот препятствия. Вот такая вот классная броня, да, особенно мы будем это подробнее еще рассматривать, когда пойдем на хаосов охотиться, вот, ну и на этом, пожалуй, все. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы новые не пропускать. В комментариях пишите замечания. Рекомендуйте видео друзьям. Жду вас в следующих сериях. Пока.